Добро пожаловать на мой канал «Готовим просто, вкусно, быстро». Хочу сегодня предложить вашему вниманию 3 рецепта из рыбы, которые часто готовились в советских столовых и кафе в так называемый рыбный день. Старшее поколение прекрасно его помнит. А приготовим мы с вами рыбу по-русски, рыбу под маринадом и котлеты рыбные. Итак, приступим. А чтобы не пропустить что-то интересное, обязательно подпишитесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Если не трудно, то поделитесь рецептами в соцсетях. Рыба, запеченная по-русски. Чтобы ее готовили в столовых, я не помню. А вот в кафе и ресторанах подавали, и не обязательно в рыбный день. Именно с этого блюда начиналось обучение в кулинарном училище. Почему? Не знаю. Я буду использовать минтай, но можно взять судака, треску, щуку, леща, осетрину на худой конец. Рыбу разделаю на филе. Можно купить уже готовое филе. Внутренности удалила, плавники срезала. Теперь буду отделять мясо от кости. Большие косточки можно вынуть или срезать. Нарезаю филе на порционные куски, пока их уберу. Подготовлю картофель. Нарежу его кружками и отварю. Воду солю, выкладываю туда картофель и варю его 5 минут. Этого будет достаточно. Пока варится картофель, подготовлю заливку. Я буду использовать свой вариант. Сметану развожу молоком, солю, перчу. Можно сделать по рецепту. Сварить белый соус. Слегка обжарить муку, добавить воду или рыбный бульон и варить его 10 минут. Но сметана мне нравится больше. Картофель сварился, будем запекать рыбу. Смазываю форму маслом, выкладываю порционные куски рыбы. Затем картофель, полностью закрываем рыбу. Поливаю все соусом и посыпаю сухарями. Вместо сухарей можно посыпать сыром. Ставлю запекать в духовку на 180 градусов на 20 минут. Вот такая рыба получилась. Как видите, все очень просто и в то же время все очень вкусно. Рыба под маринадом. Помню, в столовых она уходила на ура. Это и правда очень вкусно. Готовится также все просто и быстро. Я рыбу разделала на филе, но в столовых этого не делали. Разделываю рыбу, нарезаю на порционные куски. Далее подготовлю остальные продукты. Шинкую мелкой соломкой лук. Натираю морковь на крупной терке. Беру муку, солю ее, добавляю туда перец. Обваливаю в ней рыбу. Наливаю на сковороду масло и обжариваю ее с обеих сторон до готовности. Готовую рыбу пока уберу. Обжариваю лук до полуготовности. Добавляю к нему морковь и жарю все вместе. Солю, добавляю сюда сахар. Овощи жарю до готовности. Кладу сюда томатную пасту, обжариваю ее вместе с овощами. Добавляю воду. Корицу, перец горошком, гвоздику, смесь перцев, это по желанию. Лавровый лист, через пару минут его обязательно удалите. Накрываю крышкой и все это тушу 10-15 минут. В конце варки добавляю полстакана столового уксуса, добавляю остатки соли и сахара. Даю маринаду прокипеть. Снимаю его с плиты и поливаю им подготовленную рыбу. Накрываю крышкой и убираю мариноваться на 8 часов. Но можно есть сразу же, как только он остынет. Рыба замариновалась, выкладываю ее на тарелку вместе с маринадом. Ее можно подать как самостоятельное блюдо в качестве холодной закуски или с горячим отварным картофелем.
Котлеты рыбные. Их часто готовили в столовой, особенно в рыбный день. Котлеты хороши тем, что их можно сделать из костлявой речной рыбы. Для их приготовления не стоит использовать дорогую рыбу. Я также их приготовлю из минтая. Беру подготовленное филе, лук и чеснок. Кожу с рыбы удалите. Замачиваю мякоть белого хлеба в молоке, можно в воде. Пока уберу. Буду делать фарш. Пропускаю рыбу, лук и чеснок через мясорубку. Беру вымоченный хлеб и также его пропускаю через мясорубку. Можно сюда добавить свиное сало или немного масла сливочного. Я этого не делаю. Фарш солю, перчу, добавляю яйцо. Все хорошо перемешиваю. Для придания жирности рыбы добавляю немного подсолнечного масла. Как я уже сказала, вы можете добавить свиное сало или сливочное масло. Фарш у меня получился густым, поэтому я добавлю сюда молоко, в котором вымочила хлеб. Если фарш слишком жидкий, то не стоит этого делать. Формую котлеты. Обваливаю их в сухарях, можно в муке. В сухарях мне нравится больше. Как мне кажется, котлеты получаются более вкусные. Делаю сухари я сама, сушу булочку или белый хлеб и перемалываю в кофемолке, можно в блендере. Наливаю подсолнечным маслом, не нужно его сильно нагревать, и кладу котлеты. Пока я их выкладываю, масло нагрелось, поэтому нагрев немного убавляю, даю котлетам слегка обжариться, затем накрываю сковороду крышкой, буквально на 1-2 минуты. Затем переворачиваю, можно накрыть крышкой, можно поджарить так, как любят. Готовые котлеты выкладываю в тарелку, к ним можно подать любой гарнир, но лучше картофельное пюре. Вот такие 3 простых блюда из рыбы я приготовила. Как видите, все делается просто и быстро. Рыбу по-русски и под маринадом можно приготовить не только в будний день, но и на праздник, заменив минтай на более благородную рыбу. А котлеты с удовольствием едят даже те, кто не очень любит рыбу. Спасибо, что смотрите меня. Всего доброго. До свидания.